Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии, разумеется. И отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня речь пойдет о современном рабстве в Финляндии. Кому интересно, добро пожаловать. Проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Начнем с пары хороших новостей. Как сообщает государственный информационный канал Yle, Финляндия отлично справляется с интеграцией мигрантов. Лучше только Швеция. Насколько преуспела Швеция, я рассказывала в нескольких видео. Можно посмотреть по ссылке в описании. Согласно индексу политики интеграции мигрантов MIP-индекс, Финляндия занимает второе место по качеству интеграционной политики. Выше только Швеция. Финляндия набрала 84 балла из 100 возможных, тогда как средний показатель по странам Евросоюза около 54. Читаем внимательно. Так, как же составлялись эти рейтинги? В Финляндии уже поколения мигрантов вырастают и не умеют говорить по-фински. Безработица втрое выше, чем у титульной нации. А рейтинг убеждает: Финляндия – мировой лидер по интеграции. Как всегда, 2 пишем, 3 на ум пошло. Это рейтинг интеграционной политики. Он смотрит на законы и возможности, которые государство предоставляет мигрантам. То есть рейтинг изучает теорию, а не практику. В случае Финляндии высокие оценки поставили за то, что мигрантам сравнительно легко получить постоянный вид на жительство. У них есть широкий доступ к образованию и обучению, включая языковые курсы и программы для взрослых. И законы формально обеспечивают равные права. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Этот лукавый индекс почти не измеряет, как это работает на практике. Он не показывает, насколько мигранты реально интегрировались, выучили язык, нашли работу, чувствуют ли себя включенными в общество и достигнуто ли равенство доходов. Поэтому появляются такие парадоксальные заголовки: Финляндия и Швеция – мировые лидеры в интеграции иммигрантов. Вторая хорошая новость. Наши уже знакомые беженцы из Ирака, которых должны были депортировать до конца сентября, кто не видел, смотрите видео по ссылке в описании, подали очередную апелляцию, ссылаясь на возможные проблемы со здоровьем у ребенка. Депортация отменена до вынесения решения. То есть это уже 6-я апелляция за 10 лет пребывания в Финляндии, и все предыдущие заявления не были рассмотрены, и ранее вынесенные решения оставались в силе, потому что якобы новые обстоятельства, к которым апеллировали заявители, оказывались вовсе и не новыми. Так что шоу продолжается, а мы переходим к основному сюжету. Все мы знаем, что Финляндия – это самая счастливая страна в мире. Многие представляют себе Финляндию как страну социальной справедливости, равенства и розовых пони. Но реальность гораздо мрачнее. В Финляндии вышла книга журналиста-расследователя Пааво Тейтинена «Длинная смена» или «Как современное рабство укоренилось в Финляндии». Мы как-то привыкли все слышать и думать, что рабские условия труда, это где-то там, в маленьких этнических ресторанах, и там свои пользуют своих. Но в книге приводятся факты. Крупные фирмы Финляндии тоже не прочь обзавестись рабами, и современное рабство – это не исключение, а часть системы в Финляндии. В аннотации говорится: иностранные жертвы торговли людьми вынуждены работать в ресторанах, клининговых компаниях, на ягодных фермах, строительных площадках и в лесах. Условия труда произвольные, а контакты с окружающим обществом обрываются. Когда полиция прекращает расследование или оставляет их пылиться на полках, жертв депортируют из страны, а работодатели запугивают свидетелей, чтобы заставить их замолчать. Тем временем торговцы людьми продолжают свою прибыльную деятельность. Политики закрывают глаза на это явление. Современному рабству позволили пустить корни в Финляндии.
Потрясающая книга рассказывает о теневом обществе, возникшем в стране, и о слепых зонах правового государства. Она показывает, как законы и административные практики позволили систематически эксплуатировать иностранную рабочую силу. Наш уровень жизни, дешевые ланчи, доступная чернейка, чистота в школах, строительство домов поддерживается за счет огромного числа эксплуатируемых людей. В книге, в частности, рассказывается о компании Sol. Это одна из крупнейших клиринговых компаний Финляндии. Снаружи респектабельный бизнес, тысячи сотрудников, контракты с гостиницами, торговыми центрами, даже с круизными линиями. Но за фасадом скрывалась преступная схема. В книге утверждается, что примерно с начала 2010-х годов, до начала пандемии коронавируса, компания Sol брала с уборщиков, привезенных в Финляндию из-за границы, мзду за рабочее место, так называемые вступительные взносы – «кюннюшраха». Вступительные взносы практиковались, в частности, в клининговых службах круизных лайнеров Silja Line и Viking Line. В Финляндию были привезены сотни уборщиков, которым пришлось платить за свою работу, утверждает книга, ссылаясь на свои источники. В частности, корабельным уборщикам, привезенным из Бангладеша и Непала, взамен на вступительные взносы, иногда в десятки тысяч евро, был обещан трудовой договор, на основании которого можно получить вид на жительство в Финляндии. Ну, что значит даже 10 тысяч евро для жителя Бангладеш или Непала? Наверняка человек продавал свое имущество, занимал у родственников, брал кредиты, чтобы уплатить им мзду за право работать уборщиком в Финляндии. А здесь их ждала тяжелейшая работа, маленькие зарплаты, изнурительные графики. В книге приводится показательный эпизод. На уборку номера в гостинице отводится настолько мало времени, что одной тряпкой моется все – и туалеты, и стаканы. Все это происходило годами. И, по словам свидетелей, руководство Sol знало об этих практиках. Один из руководителей компании рассказал, что он донес информацию до владельца и высшего руководства, но реакции не последовало. В ответ на вопросы журналистов компания Sol выбрала простую стратегию. Пошла в отрицалово. Ничего не знаем, это не соответствует нашей политике, нарушений нет, законы соблюдаем, на слухи внимания не обращаем. Вот если бы кто-то пришел и сообщил официально, мы бы вмешались. Ладно, был один предполагаемый случай. Мы его сразу передали в полицию в феврале этого года. Однако расследование продолжается, поэтому без комментариев. Все, Рафик не виноват. Если компания Sol обшкуривает в основном уборщиков из Азии, то спа-отель Järvi Sydän, озерное сердце, греет руки на украинских беженцах. Об этом в следующем сюжете. В книге Тейтинен рассказывается, среди прочего, что популярный спа-отель Järvi Sydän годами закупал услуги у местной обслуживающей компании, которая эксплуатировала уязвимое положение беженцев с Украины. Спа-отель, расположенный в Рантасалме, стал одним из популярных направлений для отдыха внутри страны. Это самый известный туристический объект в регионе и важный местный работодатель. В группу компании Järvi Sydän входит не только спа-отель, но также люксовые сьюты и коттеджи. Ежегодно здесь отдыхают тысячи людей. Владельцы – семья Heiskanen. Лицо компании – генеральный директор Маркус Heiskanen. По данным книги, Järvi Sydän пользовался услугами подрядной фирмы, которая привлекала к работе украинских беженцев. Украинцы работали, например, уборщиками, на кухне. Это тяжелый физический труд. Рабочие дни растягивались до 12-14 часов. Учета времени никто не вел. Зарплату платили с переменным успехом. Управляющий обслуживающей фирмы запугивал людей, вел себя агрессивно, угрожал увольнением и даже депортацией. Для беженцев это звучало как приговор. Потеря работы значит потеря вида на жительство и значит риск быть отправленным обратно на родину. Работники описали атмосферу в Järvi Sydän как угнетающую. У одного из работников началась депрессия и панические атаки из-за условий работы. В книге говорится, семья Heiskanen знала об этом все, но закрывала глаза. В книге также упоминаются проблемы с платежеспособностью Järvi Sydän. В 2023 году один из украинских работников переписывался с членом семьи владельца, и тот прямо заявил:
зарплаты украинцам не выплачиваются, потому что у самого Ярви Сюдан нет денег рассчитаться с подрядчиком. То есть денег нет, но вы держитесь. Люди работали, а платить им было нечем. В беседе с автором книги генеральный директор Маркус Хейсканен заявил: «Помощь украинцам для нас – дело сердца». И тут же добавил: «Я ничего не слышал о нарушениях». На запросы журналистов он ответил лишь коротким текстовым сообщением. Компания прокомментирует книгу пресс-релизом. Пресс-релиз вышел, но в нем ничего нового. Они не знали, они потрясены, им очень жаль. Вот если бы знали, вот и так далее. История с украинцами не единственная проблема Ярви Сюдан. За последние месяцы курорт оказался в центре сразу нескольких скандалов. В августе власти закрыли спа-центр на 2 недели, потому что в бассейне содержание бактерии легионеллы превышало допустимое в 100 раз. Легионелла вызывает лихорадку, которая может быть даже опасна для жизни ослабленных людей. В сентябре появилось сообщение о банкротстве. Кредиторы требовали долг в 17 тысяч евро. Компания в итоге заплатила, но сам факт показывает: финансы поют романсы. И на фоне всего этого обвинений в эксплуатации беженцев. Сол, Ярви Сюдан – вроде это 2 разные истории, но на самом деле это стороны одной медали. В обоих случаях речь идет о людях, которые были уязвимы. Мигранты из Азии, готовые заплатить ради своей финской мечты, и украинские беженцы, вынуждены хвататься за любую работу. Финляндия, страна с имиджем честной, справедливой, самой счастливой в мире, оказалась местом, где людей обманывают, запугивают и используют как дешевую рабочую силу. Эксперты, опрошенные Тейтинен, прямо называют это современным рабством. Тут же до кучи бушует и скандал на судоверфи в Турку, где украинцам не выплачивали положенные надбавки за сверхурочные. На фоне таких новостей начинаешь понимать украинцев, не спешащих поработать в Финляндии. Ну а на этом, дорогие друзья, у меня все. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!